Итак, рыночек новых камер немного сошел с ума, я думаю, вы заметили. А поэтому снова нам предстоит поговорить про лучшие камеры, которые вы можете купить на вторичке. Вообще, изначально я задумал видео про 5 зеркальных и 5 беззеркальных камер, но потом понял, что очень долго я вам буду про это рассказывать, ребят. Поэтому первая часть видео про 5 зеркальных, это вы находитесь сейчас в ней. И следующее видео будет про 5 беззеркальных камер, соответственно, там уже поговорим про беззеркалочки. Начнем с зеркалок. Обязательно ставьте лайки, обязательно комментируйте, если вам интересна данная тема. Ну и ждите выхода нового видео, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Это будут камеры под разные бюджеты и разные задачи. Я постарался составить список так, чтобы функционал камер максимально соответствовал их цене, так что в какой-то степени это лучшие камеры по соотношению цены и качества. Покупка новой камеры в России сегодня это, конечно, целая головная боль. Во-первых, стоимость на новый фотоаппарат, она просто какая-то невероятная. Даже если вы покупаете у серых дилеров, которых сейчас, естественно, очень много расплодилось, из-за курса рубля к доллару цены даже у них сейчас чрезмерно высоки. Помимо этого, у вас определенно есть ограничения в выборе моделей и различных фирм сегодня из-за того, что официальные дилеры Россию покинули. Из-за этого довольно сложно покупать там технику Olympus, Panasonic, если кому-то она, конечно, нужна. Fujifilm, опять же, стал заметно меньшую роль играть на фоторынке России. То есть вот эта проблема также у нас присутствует. Конечно же, остаются проблемы с гарантийным обслуживанием. Если раньше вы пришли условный NVIDIA, DNS, Eldorado и так далее, купили там камеру, ну, даже менее известные магазины типа Pixel 24, там Player.ru раньше был, купили фотоаппарат, у вас есть гарантия, вы понимаете, к какому магазину эта гарантия относится, что куда вам обращаться в случае возникновения гарантийного какого-то обязательства со стороны продавца. Здесь сегодня вы не понимаете уже, что происходит, что делать с гарантией, есть она, нет ее. Чаще всего я скажу, что никакой, конечно, официальной гарантии у вас не будет. Серая гарантия, она весьма сомнительная. Обычно она привязана к какому-то конкретному сервисному центру, который не факт, что еще хорошо вам все отремонтирует. В общем, это тоже такая история из неприятных. Новые модели, опять же, которые выходят сегодня на рынок, даже от именитых брендов, таких как Canon или Sony, они все-таки появляются на рынке России с задержкой. То есть они не просто дорогие, они еще и приходят позднее, чем на европейский там, или международный рынок. Как я сказал, я расскажу вам про 5 зеркальных и 5 беззеркальных камер. Почему все еще в моих топах присутствуют зеркалки, хотя, как вы понимаете, они, по сути, если мы говорим про новые камеры, уже в прошлом. Но мы говорим с вами не про новые камеры, во-первых. Во-вторых, все-таки у зеркалок достаточно преимуществ, чтобы на вторичном рынке до сих пор чувствовать себя уверенно. Во-первых, зеркалки, они крайне надежны. Есть какие-то исключения, но в основном зеркальные камеры именно славятся своей надежностью, особенно если это профессиональные или около профессиональные фотоаппараты. У них действительно и качественные корпуса, и достойная защита от внешних воздействий, и гораздо меньше электроники, чем у беззеркальных камер. Меньше электроники, меньше элементов, которые могут сломаться соответственно. То есть надежность зеркалок, с учетом того, что мы рассматриваем все-таки вторичный рынок, это, безусловно, очень важный показатель. Плюсом у зеркалок также можно отнести оптический видоискатель, фазовую систему автофокусировки. К этому привыкли многие фотолюбители, которые не относятся к рангу новичков, которые уже давно снимают на зеркальные камеры. Вот они привыкли к тому, что у них есть оптический видоискатель, которым, безусловно, очень удобно пользоваться, который показывает картинку в реальном времени, не оцифрованную, без обработок. Это всегда приятно. Фазовый автофокус, да, он не такой продвинутый, как современные гибридные автофокусы в беззеркальных камерах, но он все равно для многих весьма понятен, надежен и прост в освоении и использовании. Опять же, нужно понимать, что самые популярные системы, такие как Nikon F, Canon EF, выпускаются очень давно, там десятилетиями их уже выпускают, на них огромный парк техники скопился, весь этот парк техники можно найти на вторичке, и соответственно даже те люди, которые сейчас снимают на беззеркалке, они в большинстве своем используют какие-то зеркальную оптику, особенно если мы говорим там про Россию, да, потому что беззеркальные объективы действительно стоят очень дорого, их, пожалуй, могут позволить себе только какие-то топовые фотографы или любители, у которых, в принципе, не стоит какой-то вопрос в деньгах. Остальные предпочитают все-таки в основном пользоваться все еще оптикой, которая была разработана для зеркальных цифровых камер.
а иногда даже и пленочных. Недавно мы с вами как раз обсуждали 70-200 в последнем обзоре. F4 он был для пленочных еще выпущен. Извиняюсь за отвлечение от темы. Суть в том, что огромное количество оптики выпущено под зеркальные байонеты. И, соответственно, это, безусловно, еще один плюс зеркальных фотоаппаратов. Первая зеркальная камера, которую я могу рекомендовать, это Canon 650D. Безусловно, она подойдет для начинающих фотографов, которые только хотят себя попробовать в мире фототехники. Они смогут научиться пользоваться мануальным режимом, ну, соответственно, режимом приоритета диафрагмы и выдержки, научиться основным основам композиции с помощью этой камеры. Причем люди смогут, начинающие, не только фотографы, но и видеографы, потому что, в принципе, Canon 650D умеет снимать вполне себе неплохое видео. На него же сверху можно накатить дополнительную прошивку Magic Lantern, которая позволит еще более гибко настраивать вам фото и видео возможности данной камеры. Canon 650D оснащен CMOS сенсором формата APS-C, то есть это кроп-камера с кропом 1.6. У нее есть возможности RAW съемки, соответственно, это то, что и нужно новичкам. Они смогут научиться фотографировать, обрабатывать свои кадры. У этой камеры есть неплохая система фокусировки, которая, опять же, лучше, чем у Canon 550D или 600D, о которых мы с вами ранее уже на канале говорили. Здесь у нас 9 точек, все они крестовые. Плюс к этому есть система STM. Камера поддерживает STM моторы фокусировки. Соответственно, если вы снимаете через экран, у вас даже будет какой-никакой автофокус. Он будет достаточно медлительный и по сравнению с текущими системами вроде Dual Pixel от Canon он не сравнится, но тем не менее возможность видеосъемки с автофокусом все-таки в этой камере у вас появляется. Canon 650D позволяет подключить к себе огромное количество различной оптики. У нас тут байонет EFS, это значит, что все объективы, выпущенные под байонет Canon EF, можно подключить к Canon 650D. Этих объективов настолько много, но их сотни, чтобы вы понимали. Их выпускал не только Canon, их выпускал Tamron, Sigma, Tokina и другие производители. Куча автофокусной оптики, куча мануальной оптики. Добавьте к этому то, что к байонету EF спокойно присоединяется всякая мануальщина, советская, не знаю, немецкая, Гелиусы, Биотары, прочие Токумары на резьбе там М42 спокойно встают на байонет Canon EF, Canon EFS и спокойно на нем будут работать. Соответственно, когда вы покупаете фотоаппарат Canon 650D, вы покупаете еще и систему в целом, да, с огромным количеством оптики, и у вас есть огромный выбор. Вы можете выбрать что-то подешевле, что-то очень подешевле, что-то вообще копеечное. Можете найти и хорошую оптику, если вам она нужна. То есть у вас есть огромный выбор. Это безусловный плюс как самой системы Canon EF, так и, соответственно, фотоаппарата Canon 650D. Опять же, Canon 650D достаточно продвинутый, это все-таки не самая младшая линейка Canon. Соответственно, у нас здесь есть и поворотный экран, который вам помогает в процессе как фото, так и видеосъемки. У вас тут есть вход под микрофон, соответственно, вы сможете подключить даже условно петличку и писать блог, если вам это нужно. Ну или любой другой жанр, который требует подключения внешнего микрофона. Здесь у вас опять же с этим проблем не возникнет. Опять же, сама камера довольно простая, то есть это как раз то, что подходит новичкам. При этом она довольно надежная. Безусловно, нет какой-то невероятной защиты там, от пыли и влаги, которые есть у старших камер, там, как у Canon 1DX, с которым можно там по пустыне гонять и валяться в песке и так далее. Безусловно, эта камера таких издевательств не вытерпит, но тем не менее она довольно износостойкая. То есть она особо не стирается, у нее нет там каких-то резин, которые постоянно растягиваются, как у некоторых фотоаппаратов от Nikon. У нее защита от пыли и влаги хоть и не заявлена, но я вам могу сказать, что подобными камерами я снимал там легкую морось там, или в каких-то заснеженных условиях во время, опять же, снегопада я снимал, и ничего с ними не происходит. Безусловно, с ними нужно обращаться более аккуратно, чем с дорогими продвинутыми фотоаппаратами. Тем не менее, это весьма надежный фотоаппарат. Опять же, затворы могут жить очень долго. Canon 600D, который у меня есть, имеет пробег 180 тысяч кадров, например. Ни разу в нем затвор не менялся. Соответственно, и до таких пробегов они могут доживать. Опять же, большинству новичков даже это и не нужно. То есть новичок вряд ли отснимет на Canon 650D 180 тысяч кадров. Да? Скорее всего, он его просто купит, поснимает там 10, 20, 30, 50 тысяч кадров снимет, поймет, что ему нужно, в какую сторону ему развиваться, и дальше уже эту камеру заменит.
Canon 650D отличный вариант для старта, и это отличная камера для нашего сегодняшнего видео, как первый вариант того, что вы можете купить из зеркальных систем. Пошли дальше. Не уверен, что есть камера, которую я рекомендую чаще, чем Nikon D7100. И в этом видео она тоже будет. Все дело в том, что, на мой взгляд, она сочетает в себе огромное количество возможностей при крайне демократичной цене. Цены я сегодня не объявляю, сами понимаете, по какой причине, нет смысла. Возможно, вы смотрите это видео через месяц, два, полгода или год от того, как оно вышло, и к тому моменту цены уже изменились. Вы сами сможете посмотреть цены на любом агрегаторе, на любом соответствующем ресурсе. Возвращаясь к Nikon D7100, это, безусловно, очень интересный аппарат, который сочетает в себе огромное количество возможностей. Смотрите сами, если мы сравниваем его с тем же Canon 650D, то это, безусловно, камера более высокого уровня Nikon D7100. У нее лучшая система фокусировки, лучшая матрица, с хорошим разрешением 24 мегапикселя, с очень приличными показателями с точки зрения ширины динамического диапазона, с точки зрения работы на высоких ISO. По сравнению с другими кроп-камерами, безусловно, Nikon D7100 показывает очень неплохие результаты в этом направлении. Безусловно, отличная детализация изображений, которые получаются с этой матрицы. То есть много плюсов именно такого более высокого профессионального уровня. Сама камера больше, сама камера имеет лучший хват, лучшую эргономику, управляемость. Nikon F, так же как и Canon EF, это система с огромной историей, с огромным количеством накопленной оптики, как от самой компании Nikon, так и, соответственно, от сторонних производителей, тех же Tamron, Sigma и так далее. Все это я уже называл, все вы их знаете, а если не знаете, то можете посмотреть на вторичке, что продают под систему Nikon F. Это, опять же, огромное количество оптики. Nikon D7100, опять же, имеет отвертку, соответственно, к нему подают вообще любые объективы под систему Nikon F. Отверточные, безотверточные, с встроенным мотором, без встроенного мотора и так далее. А мануальные, опять же, объективы, которых у Nikon тоже огромное количество, вы также можете подключать к байонету Nikon F. Единственное ограничение по сравнению с тем же Canon, что здесь советская оптика уже так спокойно не встает, потому что рабочий отрезок, скажем так, не позволяет. Точнее, позволяет, но фотографировать только в режиме макро или в режиме большого приближения. Но вам это, скорее всего, не подойдет, поэтому знайте, что если вас интересует советская оптика, японская, старая немецкая оптика, то вам все-таки лучше систему Canon. Система Nikon все-таки рассчитана под родной байонет и под объективы, которые были ориентированы именно под этот байонет. Соответственно, получается, для кого подходит фотоаппарат Nikon D7100? Он подходит, безусловно, новичкам, потому что цена позволяет купить этот фотоаппарат новичку. Изначально вообще это любительская камера продвинутого уровня. Соответственно, если вы любитель, у вас был какой-нибудь Canon 1100D, Nikon D3100 и подобные камеры, то вы спокойно с тех камер можете перейти на Nikon D7100 и получить ряд преимуществ этого фотоаппарата. В то же время, если у вас не было вообще никакой зеркальной камеры, то вы можете начать с Nikon D7100. Эта камера позволяет. Она имеет огромную инструкцию, прочитайте ее всю, научитесь фотографировать, никаких проблем у вас не будет, управление достаточно интуитивное, понятное, достаточно простое для подобного рода камеры. Я думаю, что любой новичок при желании без проблем разберется в подобном устройстве. Но плюс его еще и в том, что им могут пользоваться не только новички и любители, но даже эта камера позволяет начать профессиональную съемку на фотокамеру. Почему? У нее есть ряд особенностей, которые присущи не любительской камере, а профессиональной. Несмотря на то, что все-таки это любительская камера по заявлению самого Nikon, но у нее есть, во-первых, качественный корпус с защитой от пыли и влаги и все такое, в умеренном, понятно, объеме, износостойкий, на магниевом сплаве, все такое прочее. Помимо этого у нас есть двойной слот под карты памяти, то есть, сами понимаете, выходить на коммерческую съемку без возможности резервировать данные, которые вы снимаете, снимать ту же свадьбу, love story и так далее, то, что вы потом не сможете переснять, особенно если мы говорим про свадьбы, различные корпоративы, вы должны быть уверены, что вы отсняли материал, что он у вас точно есть и никуда не пропадет. Для этого нужно резервирование данных, и эта камера позволяет это делать. Вы можете снимать на один слот, на одну карту памяти, на вторую резервировать данные. Соответственно, вот эта фишка очень нужна для профессиональных фотографов. Она есть в этой камере. То есть вы не только можете научиться снимать на эту камеру, но и потом вам даже сразу ее менять не обязательно. Вы можете какое-то время снимать на нее коммерческую фотографию без проблем. Canon 5D Mark III.
Легендарнейшая камера. Опять же, про первый пятак, про второй пятак я на канале рассказывал. Canon 5D Mark III, улучшенная версия второй модели, с улучшенной системой фокусировки. В целом же это профессиональная камера, полнокадровая камера, которую использовало огромное количество профессионалов, свадебных фотографов, фотографов дикой природы в том числе, что интересно, фотографов спортивных. Эта камера вообще подходит для огромного количества жанров фотографии, для огромного количества видов коммерческой фотографии. То есть, если вы ориентируетесь именно на профессиональный род деятельности, то Canon 5D Mark III это то, с чего вы сегодня можете начать, и при этом приобрести его сегодня можно за достаточно скромные деньги. Безусловно, когда вы покупаете подобную камеру, которую, возможно, уже до вас снимал профессионал, вам нужно пристальнее относиться к выбору фотоаппарата. Вам будут говорить, что пробег в 1 000 000 кадров это ничего не значит, эта камера может пробежать и больше, безусловно, но вы такие варианты не смотрите. Старайтесь найти себе вариант с каким-то умеренным пробегом, и чтобы этот пробег был именно в плане фотографии, а не в плане видеосъемки, потому что на Canon 5D Mark III снимали в том числе и видео. Если вы видите пробег 80 тысяч кадров, и это 80 тысяч видеокадров, то знайте, что это уже около убитый экземпляр, да, так вот и получается. Поэтому вам нужно особенно внимательно выбирать камеру, когда вы смотрите среди таких вот профессиональных тушек. Но это я немного отвлекся, давайте все-таки по плюсам этой камеры еще пробежимся. Во-первых, эта камера уже достаточно неплохо снимает с точки зрения серийной съемки. У нее фокусировка еще лучше, чем в камерах, которые мы рассматривали до этого. То есть тут у нас 61 точка, 41 из которых крестовая. Это очень хороший показатель для фазовой фокусировки. Безусловно, Canon 5D Mark III это очень надежная камера, безусловно. У нее нет каких-то лишних выезжающих экранов или тому подобное. У нее очень классные практичные материалы в корпусе используются. Она очень слабо вытирается со временем, слабо подвержена разным повреждениям. Она защищена от пыли и влаги, то есть небольшой дождь, там, пыльную бурю она в принципе переживает. Это очень надежный фотоаппарат для профессиональных фотографов. Безусловно, у него есть и другие атрибуты, которые свойственны профессиональным камерам. Тот же двойной слот под карты памяти. Все это здесь присутствует. Матрица здесь весьма неплоха. Полнокадровая матрица 22 мегапикселя. Показатели по ISO, динамическому диапазону не выдающиеся, но опять же нужно понимать, что это уже полнокадровая камера, и что эти показатели они заметно лучше, чем у любого современного кропа. Все остальные плюсы системы Canon EF, они остаются, я вам уже про них рассказывал. То есть действительно огромный широкий выбор оптики. Ну, пожалуй, у Canon 650D выбор оптики был побольше за счет того, что там система кропнутая. Есть еще отдельная линейка EFS стекол, кропнутых стекол. Здесь они, конечно, уже вам не подойдут, но тем не менее все оставшиеся, все, соответственно, мануальные решения, они сюда будут подходить, и вы можете выбирать из огромного парка EF оптики. Соответственно, Canon 5D Mark III подойдет профессиональным фотографам, которые хотят сделать шажочек вперед. У вас Canon 650D, вы уже отсняли свои 50 тысяч кадров и решили, что вы будете двигаться профессионально, возможно, уже нашли каких-то клиентов. Пожалуйста, Canon 5D Mark III может стать вашим следующим шагом. Может ли любитель купить себе Canon 5D Mark III? Сегодня, конечно. Эта камера весьма доступна на вторичном рынке. Единственная проблема, опять же, с поиском, которую я ранее уже озвучивал. Достаточно сложно найти живой экземпляр, но это возможно. Опять же, поэтому любитель вполне может себе купить такую камеру. Опять же, это может быть как простой любитель, который не собирается никакой коммерческой съемкой заниматься, так и любитель, который все-таки планирует в будущем заняться коммерческой фотографией. Фотографы-путешественники, фотожурналисты. Опять же, эти люди тоже могут покупать себе эту камеру, потому что она весьма живучая, неприхотливая и, в принципе, подходит для жанров быстрой съемки в том числе. Студийные фотографы также могут приобрести себе Canon 5D Mark III. Неплохая очень передача и фирменная передача цвета лица у Canon, в том числе сохранилась и в Canon 5D Mark III. То есть, если мы говорим про Canon 5D Mark IV, у меня к нему еще есть некоторые вопросы с точки зрения передачи скинтона. Но в Canon 5D Mark III очень классическая история, очень понятные цвета для тех, кто снимает на Canon, поэтому там эта история сохраняется, этот плюс сохраняется, соответственно, студийная фотография также
неплохой выбор для того, чтобы использовать эту камеру. Ну и, конечно, свадебные фотографы, если вы планируете снимать свадьбы, то можно начать с Canon 5D Mark III по сегодняшним меркам. Если бы я сказал эту фразу лет 15 назад, это бы выглядело очень странно, потому что тогда эти камеры использовали топовые свадебные фотографы. А сегодня с этой камерой можно начать свой путь в свадебной фотографии в том числе. Nikon D500. Для меня лично это довольно необычный выбор, и я редко эту камеру включаю в подборки, потому что до недавнего времени она была весьма дорогой. Но сегодня я нашел на просторах Авито того же достаточно много объявлений о продаже этой камеры за вменяемый прайс. А чтобы вы понимали, Nikon D500 это лучший кроп компании Nikon среди зеркалок. Вот это просто топовая камера, профессиональная камера. Это буквально, возможно, даже лучшая кропнутая зеркалка из всех выпущенных. То есть у нее действительно огромное количество преимуществ, и она действительно даже сегодня ощущается весьма современной. Во-первых, там стоит просто какая-то невероятная система фокусировки фазовой на 153 точки, 99 из которых крестовые. Учитывая там покрытие кадра, это просто невероятная система фокусировки. Если бы такая система фокусировки была во времена, когда зеркалки были в расцвете, то я думаю, что об этом говорили гораздо бы больше. Но поскольку эта камера выходила уже ближе к закату зеркальной эпохи Никона и вообще закату зеркальной эпохи в принципе, то об этом говорили меньше. Тем не менее, там стоит просто потрясающая система фокусировки. Там стоит очень хорошая матрица, наверное, лучшая из кропнутых матриц Никона. Пусть у нее не так много мегапикселей, там что-то в районе 20, но по остальным показателям она показывает очень хороший результат по динамическому диапазону, по ISO, очень прилично выглядит. Камера умеет снимать до 10 кадров в секунду. Вообще нужно понимать, что эта камера ориентированная больше вот на съемку спорта, съемку диких животных. Эта камера, соответственно, очень надежная сама по себе. У нее лучшая эргономика среди того, что Nikon могла предоставить среди кропов. То есть, если мы говорим про тот же Nikon D700, мы сегодня с вами о нем уже говорили, то эта камера еще больше, у нее еще больше управляющих элементов. Это такой топовый кроп. Я не знаю, как это вам еще передать. Но эта камера просто потрясающая. И учитывая, что ее можно найти за достойный прайс сегодня, в принципе, ее можно рассмотреть к покупке тем, кому интересны вот именно жанры, которые завязаны на скорости, которые завязаны на том, чтобы оперативно получить кадр. То есть всякие репортеры, всякие спортивные журналисты и так далее, они могут использовать эту камеру. Соответственно, все начинающие спортивные журналисты, там, если вам нужно подснять там футбол, баскетбол там, и прочие подобные жанры, и вы никогда этого не делали, можно начать, например, с этой камеры. Сегодня она крайне доступная по цене, по крайней мере, по сравнению с тем, что предлагают вам купить из новых камер современные бренды. Опять же, здесь есть поддержка 2 слотов под карты памяти. Вы можете даже снимать видео 4К с помощью этой зеркалки. Nikon вообще в целом не особо славится своей записью 4К видео и вообще какого-либо видео, если мы говорим про времена зеркальных систем. Тогда зеркалки снимали плохо видео. У меня был Canon D610, ну и это не лучшая камера с точки зрения видеосъемки была. Но Nikon D500 уже умеет снимать и 4К видео, и делает это весьма неплохо. Опять же, вообще эта камера, это такая квинтэссенция всего, что могла Nikon запихнуть в свой кропнутый фотоаппарат. Там стоит очень крутой экран, да. Многие беззеркальные камеры, сейчас владельцы Sony начинают плакать, но в этой камере, в Nikon D500 стоит дисплей на 3,2 дюйма с разрешением там 2 миллиона 300 тысяч точек. Чтобы вы понимали, даже не у всех топовых камер Sony такой дисплей сейчас есть. Вот. Опять же, все плюсы по широте выбора объективов по системе Nikon F, они у этой камеры остаются. Опять же, сама камера максимально надежная, максимально защищена от всех природных условий. В общем, это суперский кроп, профессиональный. Если он вам нужен для подобных целей, вы, безусловно, можете его приобретать. И перейдем, пожалуй, к нашей последней зеркальной камере на сегодня. Это Nikon D750. Полнокадровая камера, которая подойдет как профессионалам, так и любителям. То есть, с одной стороны, у нас достаточно простое управление, все понятно, как в том же Nikon D7100. У нас там двойной слот под карты памяти формата SD, то есть это такая полулюбительская история. Но, тем не менее,
2 слота под карту памяти есть, то есть профессионалы могут использовать. Тем не менее, отличная матрица там на 24 мегапикселя, полнокадровая, с отличной детализацией, хорошая система фокусировки на 51 точку, 15 из которых крестовые, у нас все это имеется, и, соответственно, профессионалы эту камеру спокойно могут использовать. Опять же, корпус у нас там магниевый, защита от пыли, влаги есть, может быть не такая классная, как на том же Nikon D500, но она имеется, и в принципе даже какие-то сложные условия камера переживает. Широкий выбор оптики под систему Nikon F у нас тут плюсом опять же остается. Получается, что эта камера отлично подходит как тем, кто хочет начать снимать, и так и тем, кто, например, переходит с того же Nikon D700. Вот если у вас Nikon D700, вы такие, надо куда-то развиваться. И вы можете купить Nikon D750, по сути, практически такая же камера, с практически такой же системой фокусировки, но с полнокадровой матрицей, и которая вам даст, соответственно, больше такой простор в плане творчества. Вы сможете получать лучшую глубину резкости, вы сможете использовать полноценно вашу полнокадровую оптику, если она у вас есть. Соответственно, для любителей, для тех, кто переходит из ранга любителей, для профессионалов, эта камера тоже отлично подойдет. Я не знаю, что про нее еще можно говорить. Это, наверное, одна из самых известных зеркалок Nikon. И если вы про нее еще не слышали, то почитайте, пожалуйста, про нее отдельно. Это все, что касается зеркальных камер. И я думаю, что в следующем видео мы уже с вами поговорим про беззеркалки. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите второй части. До скорых встреч, делайте правильный выбор.